Если долгое время пытаться разобраться с тем, как устроено вещество, из чего оно состоит и чем является материя с физической точки зрения, то рано или поздно вы упретесь в такой вывод, что любая материя есть информация. Но при всем при этом информация это не совсем таки физическая сущность. И возможно многие из вас, прочитав название этого ролика, сделали такой хмурый вид и сказали, ну совсем уже полез, совсем уже в информатику, информация никак с физикой не связана. На самом деле информация и физика это две неразделимые сущности. И сегодня нам с вами предстоит выяснить, каким образом физика взаимодействует с информацией, как материя связана с информацией и почему мы вообще заговорили про информацию и считаем этот вопрос таким важным. На связи проект «Инженерные знания». Меня, как и раньше, зовут Юрий Трифонов. И сегодня мы будем пытаться разобраться с тем, как работает информация в физике. Вообще, если сам по себе термин информация рассматривать, то он, конечно, относится больше к такой дисциплине, как информатика. И там у информации есть вполне себе определенная, логичная и правильная роль. Ну, вспомните там способы кодирования информации, вспомните, как вообще работает компьютер, вспомните, что любой физический текст можно превратить в поток нулей и единичек, потом эти нули и единички можно как-то заставить работать в компьютере, преобразовать их в один или другой вид, перекодировать и использовать как угодно. И там термин информация вполне себе употребим и вполне себе не вызывает никаких вопросов, потому что информация это набор данных. Набор данных, ну и набор данных. Вот у нас с вами компьютер есть, там есть какие-то данные, все, нам это привычно, мы с этим работаем, все понятно. Как быть с физикой? Как вообще в физику просочилась вот эта вот теория информации? Как вы, наверное, помните, если ковыряться в структуре материи, если пытаться найти отправную точку для существования всего материального вокруг нас, то рано или поздно мы столкнемся с тем, что любая частица делится, делится и делится, и будет делиться еще дальше, когда появится такая техническая возможность. К чему приведет постоянное разбиение материи на мельчайшие частички, никому пока не ясно. На данный момент, насколько мне известно, остановились где-то на уровне кварков. И, скорее всего, рано или поздно кто-то опять выйдет на сцену и скажет, что любая материя есть информация. Что он может под этим подразумевать? Как вообще можно связать материальный объект с тем, что у нас где-то записано? Ну, во-первых, нужно здесь ввести понимание информации в физике. Как физика понимает информацию? На самом деле не совсем-таки понятно, как физика понимает информацию. Но между тем вполне себе употребимо сравнение, где у нас есть некоторый код, который описывает материю в том виде, в котором она есть, и есть некоторая субстанция, которая этот код заполняет. Какой субстанцией является то, что заполняет этот код? Ну, здесь идей на самом деле довольно много. Одна из самых вменяемых теорий, которая мне попадалась, построена на том, что вокруг нас вроде как есть квантовое поле, которое состоит из различных колебаний энергии. Я сейчас очень утрирую это объяснение для того, чтобы всем было понятно и даже интересно. И вот это вот квантовое поле, которое состоит из различных колебаний и непонятно из чего, как раз таки и способно формировать материю. Формирует оно материю на основе информации, а сама вся материя формируется из энергии. И здесь мы с вами видим пересечение с работами Эйнштейна, вот с той самой знаменитой формулой, где E равняется mc квадрат. И в общем-то это совершенно не новая вещь, поэтому мы можем в принципе заявлять, что любая материя есть энергия в той или иной форме. Для того, чтобы энергия обрела какой-то вид, ее нужно куда-то записать. Вот то, как записать эту энергию, то, как ее применить, и есть информация. В конечном итоге не будет большой ошибкой сказать, что у любой материи, по сути дела, есть код. И даже если не заглядывать дальше за горизонт, если не лезть в откровенную фантастику и не играть с теорией симуляции, то мы с вами можем вполне себе оправданно сказать, что там у любого полимера, у любого пластика есть некоторая структура, есть некоторый код. Ну давайте говорить про металлы, поскольку металл гораздо ближе, чем полимеры. И что мы с вами видим в металлических телах? Да все очень просто. У нас есть некоторые атомы, которые на какой-то момент считались мельчайшей частичкой материи. Они каким-то образом связаны, они организуют некоторую структуру, упорядоченную структуру. Структура для каждого элемента своя. Структура подчиняется некоторым строгим математическим правилам. Структура может быть определенной формы, определенного типа, она может перестраиваться. И так или иначе, не будет большой ошибкой сказать, что кусок алюминия состоит из информационного кода, который обернут материей алюминия. Иначе, наверное, не сказать, наверное, это самое простое, что можно использовать.
И в конечном итоге так получается, что любая материя есть, ну, в конечном итоге информация, чем бы эта информация ни была. И, собственно говоря, я к вопросу информации физики пришел именно с материи. Ну так вот, все мы знаем, что у любой частички есть параметры. Есть спин, есть заряд, есть другие физические параметры. Эти физические параметры как раз-таки и являются информацией об этой частице. При этом физика классическая, физика стандартная, та физика, которая изучает частицы, делает некоторые разграничения. Она все-таки отделяет материю в том виде, как она есть, от информации, как она есть. А мне все чаще приходит на ум, что нельзя делать это разграничение, и что границы здесь провести не получится. Что все-таки материальное тело – это некоторая субстанция энергетическая, которая отработала по коду. Но здесь я скажу, что это уже мои домыслы, которые, в принципе, возможно, и не совсем таки корректные. Я думаю, что истина где-то рядом, как говорится. Следующий момент, который показывает, что информация физики играет не самую маловажную роль. Вспомните понятие энтропии. Грубо говоря, что такое энтропия? Кстати, про энтропию был ролик, обязательно посмотрите, на канале он есть, где-нибудь ссылочки какие-нибудь я оставлю. Обязательно посмотрите, вспомните. Так вот, если сказать коротко, что такое энтропия? Это по самому простому определению мера беспорядка системы, а по более сложному и запутанному определению это то, насколько мы плохо знаем о том, из чего состоит система, как она устроена, как она функционирует. Грубо говоря, энтропия – это то, насколько много мы знаем о системе. И вот когда у нас увеличивается количество информации, энтропия уменьшается, мера беспорядка уменьшается. Что, в свою очередь, пересекается с теми рассуждениями, которые мы с вами сделали относительно устройства материи, которое является упорядоченным чем-то. Ну, возможно, упорядоченной энергией, как я уже сказал. А мы можем попробовать провести параллели с тем, что такое информация в компьютере. Как мы сказали чуть выше, информация в компьютере – это набор нулей и единичек, в которые, в свою очередь, переведено любое слово. А мы помним, что превратить информацию из одной формы в другую совершенно несложно. И мы с вами, даже говоря на разных языках, вполне себе спокойно переводим одну форму информации в другую форму информации. Мы таким же образом можем перевести любое наше слово в двоичный код, а потом запрограммировать компьютер. И если сильно здесь утрировать логику, то фактически у нас работа компьютера завязана на работе полупроводника, где есть система «да» или «нет», которая связана с нулями и единичками. И в конечном итоге, если мы еще глубже проанализируем этот вопрос и еще больше его обобщим, то получится, что информация в компьютере имеет даже некоторую массу. Информацию можно взвесить, если флешку с данными взвесить, масса ее будет отличаться, и в принципе это уже не новости, хотя звучит все отлично, интересно и неожиданно. Более того, была такая теорема, я не помню, как звали человека, который ее предложил. Смысл в том, что если мы стираем информацию с системы, из системы, то выделяется некоторое количество тепла. И вот когда-то давным-давно этот товарищ из IBM сказал, что да, вот так вот это работает, и скорее всего выделяется тепло, на тот момент это подтвердить не смогли, потому что системы были довольно допотопные, зато сейчас вполне себе подтверждено научно и измерено, что при стирании данных в больших информационных системах выделяется некоторое количество теплоты. А если теплота выделяется, то все здорово. Мало того, эта логика подтверждает логику Стивена Хокинга и подтверждает, что есть то самое излучение Хокинга, которое спускается черной дырой, где материя превращается во что-то, а во что непонятно. Это опять-таки с физической точки зрения подкрепляет нашу теорию о том, что материя есть информация. И вот мы заговорились, совсем в другую сторону ушли, но разговор тоже важный, поэтому не переживайте. Так вот, в компьютере информация – это набор, грубо говоря, электронов, которых, кстати, не существует. Но это отдельная история, нам надо какими-то сущностями оперировать, поэтому да, это набор электронов. Информация в компьютере – это электроны. А что тогда такое информация в окружающем мире? Как это может быть какой-то материей? Наверное, уместно будет сказать, что это какой-то особый род материи, который, в свою очередь, пытается управлять всем, что происходит. Если принять это как правильное объяснение происходящего, то все наши физические неурядицы, парадоксы и все остальное выстраиваются в ровную линию. Нет никаких теперь переживаний на тему того, что мы не знаем, чем является материя. Все очень просто, есть программный код. По этому программному коду формируется материя из энергии. Что такое энергия, мы отдельно когда-нибудь поговорим. Про это уже был ролик, мы там поверхностно рассуждали на уровне школьной программы. Но все-таки энергия сущность более глубокая. И вот
благодаря тому, что мы приняли информацию и физику, мы ответили на вопрос, чем является материя. И тут волей-неволей начинаешь задумываться, что теория симуляции это не такая плохая, поскольку компьютерный мир прекрасно объяснил те разнотыки, с которыми мы сейчас с вами сталкиваемся. И даже если информация не является материей в том виде, как вот мы привыкли эту материю ощущать, правда, вот что это такое? Вот сложно сказать, что это вообще такое может быть. При всем при этом мы не можем однозначно сказать, что это так или это не так. Ну, вот сам факт того, что использование информации как некоторого постулата позволяет объяснять разнотыки, он очень заманчивый и очень интересный. Друзья мои, истина где-то рядом. Спасибо всем за внимание, я надеюсь, было интересно. Ну а если вам нравятся мои выпуски, я прошу поддержать вас, конечно, канал подпиской. Обязательно подписывайтесь в Телеграме, потому что там очень много всего интересного происходит. Обязательно подписывайтесь на Boosty, если хотите поддержать развитие проекта. Ну и всем спасибо за внимание. До новых встреч. Всем пока.